сегодня мы обсудим недавнее воскрешение Кугисаки. Поговорим о том, кто и как воскресил Набару из мертвых и как это все было связано с планом шаманов в смертельной битве в Синдзюку. А в конце еще затронем тему, почему многим не понравился такой финал битвы против Сукуне. Так что погнали начинать данный видос. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Набара Кугисаки в битве с Махито в 125 главе магической битве была признана многими читателями манги погибшей. Хоть и не все принимали такую реальность и не списывали ее пока со счетов. Ведь тогда Акутами Гэга так и не дал четкого ответа насчет судьбы Кугисаки. Но шло время, вышло более 140 глав, а о ней так и ничего не было сказано. Был, конечно, разговор Итадори и Фушигура, в котором Мегуми не оставил главному герою надежды на то, что она выжила. Однако с выходом 265 главы магички в разговоре с Двуликим Итадори буквально перечислил всех погибших персонажей, среди которых и была как раз таки Набара. Тогда очень много людей, веривших в то, что она выжила, столкнулись будто уже с непривержимым фактом того, что этот персонаж больше не вернется. Но Акутами хитрец, он заставил нас поверить в то, что Набара умерла, сделав для этого буквально все, показав ее предысторию перед финальной атакой Махито, держал в тайне ее судьбу на протяжении примерно 140 глав, а после еще и поместив Кугисаки среди других погибших персонажей, в смерти которых мы точно были уверены. Вот только спустя 2 главы после 265-й Гэга берет и буквально возвращает ее из мертвых, шокировав тем самым всех читателей. Как собственно и меня, поскольку я был уверен в том, что эту девушку не вернут, особенно после прочтения 265 главы. Однако тут встает огромный вопрос, кто и как смог ее воскресить. Ибо хоть Арата и сказал, что ее шансы на выживание чуть выше нуля, но уже тогда у Набары отсутствовал пульс. Была также повреждена часть тела, мозг, а также душа, к чему Махито собственно и стремился. Так что если они и пытались ее спасти, тогда им пришлось действовать просто незамедлительно, пока еще смерть не стала необратимой. Только вот в чем проблема. Урон Кугисаки это не то, что можно было вот так вот исцелить, используя обратную проклятую технику. Ведь шаманы еще не научились исцелять душу, особенно другого человека. Ладно еще физические раны залечить, чем собственно вероятно и занимались Сёка и Арата, но душу-то как? Возможно, была применена какая-то связующая клятва, дабы воздействие исцеления было использовано не на теле, так как глаз ей наверняка не вернули, а именно что на форму души. Но проблема в том, что пока такого еще никто не демонстрировал. Вот только смотря на то, что сколько уже было применено этих обетов другими персонажами и не только Сукуной, вполне возможно такое предполагать, и пока откидывать этот вариант не стоит. К тому же нам мало пока что известно о способностях Ниты Араты. Единственное, что было продемонстрировано, это проклятая техника обезболивания, которая не залечивает раны, а лишь останавливает кровотечение и снимает боль. И вполне вероятно, что Гэга мог бы наделить не боевого мага способностью исцелять не только тело, но и душу. Да, это будет довольно удобно для Акутами, но в ту же очередь он обещал, что из четверки Годжа, Мегуми, Кугисаки и Юдзи обязательно кто-то погибнет. И он не соврал, погиб Сатору Годжо. Так что я считаю, что Набару спасли с помощью исцеления обратной проклятой техники с помощью связующей клятвы Сёко или Араты, либо же в шамане первого курса Киотского техникума сыграет какая-то нераскрытая проклятая техника. Меня лично не задевает то, что Набару вернули к жизни, ведь я уже прошел через много тайтлов с воскрешением персонажей и бывали случаи куда банальнее, чем в магической битве. К тому же шаманы изначально хотели не дать умереть Кугисаки, ведь как оказалось, она играла весомую роль в битве против Сукуны, так что ее спасение было лишь вопросом времени. И учитывая ее важность, не исключено даже применение от шаманов каких-то безумных решений. В комментариях под спойлерами главы и под вышедшим роликом были люди, недовольные воскрешением Набары и такой концовкой, считая это роялем. Ну а я же в свою очередь недоволен тем, как в этой концовке поступил сам Сукуна. Ибо, как мы уже поняли, шаманы изначально готовили этот план против него, и именно поэтому Мегуми, что-то зная, не хотел ничего говорить Итадори, дабы заставить его поверить в смерть Кугисаки, чтобы Двуликий не раскусил их план. Но что произошло дальше? Король проклятия
проклятий захватил тело Фушигура, и в разговоре с главным героем он ясно дал нам понять, что прочитал все его воспоминания, а значит он должен был знать, что Нобара жива, или по крайней мере ее пытаются спасти. Ладно то, что Юта обвел его вокруг пальца с его последним пальцем, используя палец Итадори, но полностью забить на вероятность появления Нобары, это выглядит смехотворно. Так что именно это мне и не понравилось в финале битвы против Двуликого. Помните, нам еще обещали невероятный суперпроект по магической битве. С выходом спойлеров 267 главы Магички я один из первых опубликовал новость об этом у себя в Телеграме. Так что есть смысл даже подписаться на него, ибо на Ютубе я не всегда освещаю такие новости даже в постах. Так вот, меня, как и многих других, забайтили таким заголовком: супер невероятный проект. А по итогу мы получили 245 бесплатных глав по Магичке и видео обратного отчета и еще что-то по мелочам. Честно, это даже проектом сложно назвать, разве что приятным бонусом, как это было со всемирным опросом популярности по моей геройской академии. Ибо, честно говоря, можно легко прочитать мангу бесплатно даже на официальных платформах. А видео обратного отчета я не знаю зачем, поскольку нам и так известно, что официально последняя глава по магической битве выйдет 30 сентября. Так что никакого тут супер проекта я не вижу. Разве что нас жестко налюбили с обратным отчетом, и он означает что-то другое, а не конец Магички. Ибо от этой новости я, как и многие другие, ожидали действительно что-то другое. Грубо говоря, Магическую битву 2 или же спин-офф, ибо есть еще много что нужно рассказать и хотелось бы увидеть. Например, Хиян или же слияние с Сукуне. Ведь хоть некоторых и подзадолбала битва с Двуликим, но упускать слияние, нечто столь эпичное, для меня это очень обидно. Удивлен, что Сёнэн Джамп вообще отпустил Акутами, смотря какие рейтинги он занимает. Что же, пишите, что вы думаете о воскрешении Нобары. Возможно, у вас возникнут другие мысли, как ее могли вернуть к жизни. Дайте знать ваше мнение по поводу финала битвы против Сукуны. И хотели бы вы увидеть продолжение манги Магическая битва или же увидеть спин-офф по ней? И какую бы вы мангу предпочли прочесть после Магички? И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.